Сонная история. Сядь. Отдохни. Реальная история замерзающего человека. Молодым был. Любил ходить пешком. В начале 2000-х, с улицы Ломоносова до бульвара Гагарина через плотину. Я дошел пешком, в поисках редкого в то время банкомата. Зимой 1996 года. Я скрефанился с каким-то левым чуваком, который позвал меня гулять на его дачу. Я поехал. Скучно было. Да еще и дурак к тому же. Мы уехали на его авто под самый вечер. Планирую заночевать на даче. Правда, вечеринки с девчонками не получилось. Чувак тупо кинул меня. Наплел, мол, девчонки уехали на последнем автобусе. А компания, которая веселилась в домике. Просто родственники. Которые будут очень недовольны, если я останусь там ночевать. А бензина отвезти меня обратно нету. Бла-бла-бла, дачный поселок незнакомый. Заночевать ни у кого. Я принял решение идти домой пешком. 12 километров, это только до ближайшей городской улицы. Потом до дома еще километров 7. Летом для меня, как для бешеной собаки, такое расстояние не крюк. Все время по дороге и сбиться с пути невозможно. Пока я шел, началась сильная метель. В моей сиротской курточке было совсем не жарко. Я чувствовал, что замерзаю. По этой дороге только летом проезжают дачники. А зимней ночью никого не бывает. Скукожившись, чтобы сберечь последнее тепло, я пер по дороге, там, где на карте красный кружок. Меня догнал странный парень. Лица я не видел. Темно было. Недалеко был летний пионерский лагерь, который зимой не работал, и теоретически он мог выйти оттуда. Но все же встретить ночью зимой на дороге попутчика было очень странно. Моей единственной мыслью было добраться до дома-то. Ака что я плюнул на него и просто топал по загородной дороге. Через пару километров я почти выбился из сил. Сильный встречный ветер сбивал дыхание. А мороз все крепчал. Снег резал глаза. Мне кажется, я терял сознание прямо на ходу. Потому что время от времени я где-то пропадал. Казалось, что мое тело прикручено к шагающим ногам. Но это были не мои ноги, и управлять ими я был не в состоянии. Они просто шли сами по себе. И тут парень позади начал уговаривать меня отдохнуть. Он прямо так и говорил: вот бревно хорошее. Садись, отдохнем и дальше пойдем. А через пару шагов: смотри, шина валяется. Сядь, отдохни, ты устал. Он был очень настойчив. Дергал меня за рукав. Шептал почти что на ухо: отдохни. Этого я испугался так, как не пугался никогда в жизни. Я не был так испуган, даже когда участвовал в драках, где поножовщина, арматурщина была обычным делом. Раньше я уже видел замерзших на смерть людей. Все они сидели так, будто присели ненадолго и вскоре встанут. Видел бомжа, который замерз около дома пионеров. Менты поставили его в уголок раздевалки, чтобы разогнуть смерзшееся мясо. Замерзнуть я боялся больше всего на свете. Я знал, что стоит мне присесть, я уже никогда не встану. А парень не унимался. Пошли вот сюда в лес. Там зимой ведь теплое есть. Я был практически в истерике. И кричал на него: ты дурак. Откуда здесь может быть зимовье? А вот пошли туда. Я покажу. Там тепло.
Я ни в какую не подавался. Дорога проходила мимо химкомбината. И неожиданно этот парень исчез. Вот только что конючил об отдыхе и все. Пропал. На дороге его не было. Конечно, он мог перелезть в бетонный заводской забор или убежать в заснеженное поле. Но зачем ему было бы это делать? Я был настолько замерзший, что единственное, что у меня было теплое — бедра. Там крутились суставы ног и трение костей хоть немного. Но все же грело организм. Ничего не соображая, я прошел мимо проходных химкомбината, где меня могли бы обогреть. Глубокой ночью я дошел до дома. Много лет спустя. Мне пришлось снова идти в мороз. Я искал новую работу, и на маршрутку у меня не было денег. Шел пешком через город. Примерно на середине пути я решил зайти в магазин погреться. А так как стоять и тупо мозолить продавцам глаза я не хотел. Подошел к прилавку с дисками. Спросил рандомный пиратский диск с музыкой. Продавщица подала мне диск. На обложке была фигура того парня, идущего по той самой загородной дороге. Я что-то промямлил и завалился в обморок. Это был единственный случай за 40 лет жизни, когда я терял сознание. Очнулся в больнице. Меня проверили и отпустили. Я до сих пор не знаю, что это было. Реальный человек, которого я бросил замерзать? Или эта смерть уговаривала меня сдаться? В любом случае, никогда не садитесь отдыхать. Если вы замерзаете в пути, вы уже никогда не встанете.